Всем добрый день! Сегодня мы продолжаем говорить с вами о классификации роз, и в частности поговорим с вами о современных садовых розах. Здесь тоже выделяют несколько групп. Это розы, которые появились после выведения сорта Ля Франс. Итак, чайно-гибридные розы. Цветки они имеют форму бокала, цветок 10-14 сантиметров. Цветки могут быть одиночные или же собраны в соцветия, махровые, по 25-35 лепесточков в одном бутоне, или же густо махровые, 50-60 лепестков в одном бутоне. Высота таких роз, как правило, 60-70 сантиметров, но может быть и больше, от 80 до 100 сантиметров. Розы очень хорошо держат цветки и неплохо зимуют. Следующая группа роз – это полиантовые розы. Кусты у них низкие, компактные, до 30-40 сантиметров, очень густые. Цветок 3-4 сантиметра, махровый. Цветов очень много, на одном побеге от 20 до 120 штук. Цветет очень обильно, цветет непрерывно. Эти розы не имеют шипов, очень разнообразной окраской они отличаются, от самой светлой до самой темной, и даже такой разноцветной палитрой обладают эти розы. Можно их использовать в виде бордюра. Очень достойные, устойчивые и красивые розы. Следующая группа роз получила название флорибунда. Это очень разнообразные розы, как по высоте, так и по окраске. Цветы у них, как правило, собраны по несколько штук, тоже различная палитра, махровые, густо махровые, плотно набитые. Розы практически не имеют заболеваний на розах. Большое количество бутонов образуют от 7 до 12 штук на одном побеге. Розы очень устойчивы, очень зимостойкие розочки. Всегда обильно цветут, цветут длительно. И эти розы, я считаю, что тоже очень достойные. Шрабы. Выведены они, в общем-то, недавно. Это очень устойчивые розы с густо-махровыми цветками, достаточно высокие, прямостоячие стебли имеет. И надо сказать, что оценку и характеристику этой разнообразной по происхождению группе роз не берется дать никто из специалистов-розоводов. Сейчас шрабы называют еще современными парковыми розами. Среди шрабов выделяют. Вот здесь, пожалуйста, акцентируйте на этом внимание. Ностальгические, они официально не выделены в отдельную группу. Среди них выделяют английские розы. Некоторые сорта роз фирмы Milan International серии Романтика. Затем сюда же относят розы Кордеса серии Martian Rose. И некоторые сорта фирмы Тантау. Кроме того, сюда же относят канадские, очень морозостойкие розы канадской селекции. И также относят почвопокровные шрабы. Кстати говоря, их тоже официально не выделили в отдельную группу и рассматривают как разновидность шрабов. Среди вот этих почвопокровных шрабов выделяют низкие стелющиеся, высокие стелющиеся, мелкие паникающие и крупные паникающие почвопокровные розы. Цветут они, все эти розы, относящиеся к шрабам, очень обильно, цветут продолжительно, цветут долго, и окраской они обладают очень такой разнообразной, от самой светлой до самой темной окраски. Цветок держат в зависимости от того, к какой подгруппе роз они относятся. Например, английские розы цветок очень длительно держат. Очень такие густомахровые, плотно набитые цветы имеют. Стебли у них очень такие крепкие и очень прочные.
Следующая группа роз называется плетистые. Среди них выделяют тоже две подгруппы. Это рамблеры. Высота у них 2-2,5 метра, цветки мелкие, 2-2,5 сантиметра. Простые могут быть, полумахровые, махровые, цветут очень обильно, но один раз, зато 30-35 дней. Стебли у них гибкие. К ним относят, например, сорт Эксельза. Затем клаймберы. Это крупноцветковые розы. Вы видите ее на картинке. Имеет очень жесткие толстые стебли. Обладает очень обильным цветением. Цветок более 4 сантиметров в диаметре. И следующая подгруппа – это клаймбинги. Цветок 4-11 сантиметров. Собраны в небольшие соцветия. Как правило, такие розы цветут в южных регионах. Или же их очень и очень хорошо необходимо укрывать, такие розы. Обладают очень яркой, очень такой красивой палитрой цветов. Цветы разнообразны по окраске. Очень яркие, красивые и насыщенные. Можно высаживать как в одиночных, так и в групповых посадках эти розы. Следующая группа роз – это розы патио или мини-флоры, их иначе называют. Это низкорослые до 45-55 сантиметров розы. Цветки у них мелкие, обильно цветущие, практически непрерывно цветущие розы. Их тоже можно высаживать в виде бордюра. Очень красивые, очень заметные розочки. И группа миниатюрных роз. Цветок у них 1-2 сантиметра, густо-махровые. Это розы. Цветут очень обильно, почти непрерывно. Побеги имеют тонкие, очень прочные, с небольшими шипами. Высота таких роз составляет 15-25 сантиметров. Розы очень достойные, опять-таки тоже можно использовать их в виде бордюра, в виде групповых посадок. Тем, кому видео было полезно, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик. Задавайте вопросы.